Вот так она работает. Вот так мотор. Сегодня мы весим гордину. Это гордина Ezekiel Creedence. Кому интересно, вот данные по ней упаковки. Сама по себе гордина очень удобная. Шнурки от гордины не путаются, достаточно просто двигать ручкой, и вы видите, штора наматывается и сматывается. Очень удобно. Окно у нас примерно 1,80 на 1,5 м и штора 1,65 на 2 м. То есть полностью перекрывает окно. По инструкции ее надо весить в 5 мм от потолка, не ближе, чем 5 мм к потолку, желательно не ближе 50 мм к верхнему краю окна. Я буду весить на середине расстояния между потолком и краем окна. Шторы как раз хватает до верха батареи. Сам комплект шторы очень удобный, в комплекте идет вот такой шаблон для разметки крепления. Он на 180 сантиметров. Это обычная бумага, и мы видим, на краях у нас есть метки. Особенности монтажа показывают, что шаблон точно подходит под отверстия, которые нужны нам для крепления кронштейна. Расстояние между размеченными отверстиями 182 мм. При ширине шторы 185 мм. Если мы поставим все элементы в одну линию, вот так, мы видим, что у нас крепление как раз подходит в отверстие кронштейна. Вот эта часть рулона встает сюда ровно. Посмотрим другой край. Этот край у нас встает точно так же. Вот сюда в отверстие входит наш кронштейн, поэтому он будет стоять вот так. То есть он будет стоять вот так, и отверстия точно попадают у нас в кронштейн. Отверстия имеют продолговатую форму, это дает нам возможность для корректировки. Вот этот кронштейн должен стоять вплотную, вот так, без зазора. Это ручка для натягивания пружины. Есть немножко отпустили шагу. Сейчас будем размещать штору. Для нее горизонтальное положение критично. Если будет перекос, то штора будет наматываться на один из краев. Перекосом. Поэтому обязательно использовать уровень. Ну, не обязательно такой маленький. Можно взять побольше, можно взять лазерный уровень. Любой. Главное поставить горизонтально. Начнем разметку. У нас расстояние между точками крепления 182 мм. Начнем просто крепить от центра. Так, чтобы у нас края нашей шторы были симметрично нашего окошечка. Поэтому померим ширину окна прямо от декоративных уголков. Она составляет 1695 мм. 1695 мм. Половина этого расстояния это будет у нас 847 мм. Ну так просто отграем и отмерим. 847. Это середина окошка. У нас расстояние между точками крепления 182. Соответственно, нужно отложить влево 91 сантиметр. Откладываем. На этой вертикальной линии у нас будет находиться кронштейн. Отмеряем 180 от верха. Получаем точку. Ставим наш кронштейн. Здесь мы отмечаем то же самое. Горизонтальную линию. Кронштейн ставим вертикально. Получаем вот эту линию. Вот здесь мы должны просверлить одно углубление под бивель. И вот здесь второе. Уровень у меня короткий, поэтому я не могу проецировать правую часть его показаний. Соответственно, самое лучшее это сделать левый кронштейн, поставить гордину на место и саму гордину выставить по уровню. Затем сделать разметку для правого кронштейна. Так сейчас и поступим.
левый кронштейн сделан, а правый, как я сказал, мы будем размещать по месту, поскольку нам нужно саму штору выставить по уровню. Просто собираем нашу конструкцию и примеряем по месту. Вставляем левый край в кронштейн, и там у нас стоит этот стопор красный, поэтому он дает нам примерно 2 мм ширины дополнительной. Мы должны разметить так, чтобы правый кронштейн можно было чуть сдвинуть влево для регулировки. Ну, самый верный вариант поставить, разметить отверстие по середине этих овальных отверстий. Ставим наш уровень, смотрим по нему горизонталь. Вот так. Нижний край кронштейна отмечаем и дальний край. Снимаем кронштейн, нажимаем рычаг и выводим просто, разъединяем. Кронштейн установлен, теперь устанавливаем саму шторку. Здесь ставим до щелчка. Ну и осталось проверить, как все это работает. Ну вот, сегодня мы закончили монтаж шторки Freelance из IKEA. Вот так она работает. Хочу пожелать вам успехов в работе. Не бойтесь все делать сами.